Что представляет из себя Restoration Mod? Это глобальный оверхол второго Payday, представляющий из себя полную переработку большинства имеющихся аспектов игры. Оружие, навыки, перки, искусственный интеллект врагов и многое другое. Все это, однако, можно перечислять достаточно долго, но в этом видео данный мод будет рассмотрен вкратце. Порядок и правила установки не изменились. Для работы по-прежнему требуется только Super BLT и BearDlip, а сам мод идет в папку Mods. Вообще рекомендуется свести количество остальных модов к минимуму во избежание вылетов и других ошибок, поскольку вероятность несовместимости крайне высока. Прежде всего хочу сказать, что у Restoration отдельный ключ поиска игроков. Это значит, что люди, не имеющие этого мода, не смогут присоединиться к вам. Наряду с этим данный мод имеет отдельный файл сохранения, то есть какой бы прогресс ни был вне мода, при первом его запуске вы будете начинать с нуля. За ванильный сейф не беспокойтесь, он не удалится и не перезапишется. Здесь, однако, есть и пара лазеек, либо портировать в ресмод имеющееся сохранение, либо воспользоваться функцией старого сейфхауса. В его подвале вы найдете кейс, взаимодействуя с которым сразу апнете 100 уровень и получите небольшое количество денег для старта. Ладно, не будем тыкать пальцами и шутить по этому поводу. К слову, можете дополнительно покопаться в настройках в разделе Mod Options, где есть возможность включения Restoration HUD и других некоторых мелких моментов. Но, коль намереваетесь использовать другой, будьте готовы к тому, что иногда информация может быть не совсем точной. И еще будьте готовы к тому, что на момент выхода с кириллицей у него проблемки. И прежде всего, если играете на высоких настройках, измените качество текстур на среднее или ниже. Restoration Mod вносит много новых ассетов, чтобы стать причиной вылетов игры по памяти, и происходит достаточно часто, чтобы об этом упомянуть. Заглянем в инвентарь. Добавлены новые маски с отведенной под это вкладкой. Полный ребаланс значений навыков и перков, из-за чего советую уделить больше внимания тому, что вообще собираетесь вкачивать. Разделенное на дополнительные тиры оружие с переработанными статами как на первичный, так и на вторичный слот. Есть и парочка новых экземпляров. Холодное оружие также претерпело изменения и стало в целом более полезным за счет того, что может наносить дополнительный урон в голову, а некоторые из них имеют особые бонусы. Вики характеристик брони. Вики снаряжения, некоторые из которых кардинально отличаются от ванильных. Например, медикбаги больше не восстанавливают падение, но взамен дают временный реген. Турели можно чинить при их поломке, а кейсы с метательными мешками за одно взаимодействие пополняют запас на максимум. Добавлено несколько контрактов. Кстати, при их покупке можете заметить, что модификатор одного падения заменен на старый проджоп, запрещающий перезапускать контракт и покупать стандартные ассеты вроде сумок с патронами или медикбагов. Он также влияет и на лаут. Почти на каждом хайсте, зачастую в конце, запускается таймер точки невозврата, и на карте начнут появляться особые юниты, противостоять которым будет немного труднее обычного. Ну а теперь к геймплею, начиная со стелса. В Restoration он более лоялен к игроку, и помимо меньшего количества пейджеров на высоких сложностях, завязан на шкале подозрения, которая заполняется по мере плохих действий, в которые входят убийства охранников, гражданских, отсутствие ответа на пейджер или обнаружение камеры игрока. Последние два аспекта, в отличие от ванильного Payday, не приводят к моментальному провалу стелса, но заполняют шкалу больше обычного. Как только она достигла максимума, как бы скрытно вы не проходили контракт, через минуту поднимется тревога, и может подняться раньше, если цивы или копы позвонят в полицию, игрок прибежит через лазер или разобьет стекло, триггерящее аларм. Что же до лауда? Легкая броня регенерируется быстрее, тяжелая медленнее. Механика подавления регенерации отключена. В ваниле она работает так, что если вам сняли броню и пуля врага пролетела рядом, то время восстановления пойдет заново. Вдобавок к этому появился новый параметр устойчивости. Она влияет на получение урона по здоровью и прямо пропорционально очкам в процентах. Условно, имея 10 единиц устойчивости, вы будете получать на 10% меньше урона именно по здоровью. Каждая броня имеет свой показатель. Выбирая путь доджей, готовьтесь столкнуться с новыми механиками. Теперь это не рандомный процент уклонения, а дополнительный столбец, который можно расширить и заполнить путем вкачки определенных навыков и перков. Как только он заполнен выше черты, следующий удачный выстрел врага по вам не нанесет урон игроку, но при этом потратит часть столбца, вынуждая копить его заново и грамотно использовать механику в целом на контракте. Более того, в зависимости от выбранной брони, уклонение после выстрела даст вам несколько кадров неуязвимости, более известные как айфреймы или грейс-период. Изменения также коснулись и врагов, как косметически, так и в плане интеллекта и поведения. Например, на разных контрактах можно заметить отдельные фракции юнитов в визуальном плане, но на этом дело не заканчивается. Добавлены и новые специальные юниты как под классы уже имеющихся, и каждый из них по-своему вносит в геймплей разнообразие. Не обошли стороной капитанов. Помимо имеющегося Винтерса добавлены еще 4, каждый требует своего подхода и появляются они в зависимости от выбранного контракта. Holdout. В гайде расписана суть того, как меняются волны по нарастанию, но основное, что вам нужно знать, он играется почти в 2 раза с половиной быстрее, чем ванильный, без каких-то преувеличений. Серия ограблений. Изменены имеющиеся модификаторы, получаемые по мере продвижения вперед.
Также добавлены еще несколько штук. Никаких врагов с миллионами хп и урона. Теперь повышение влияет на процент появления юнитов с проджоба и периода неуязвимости между получением урона. На текущий момент максимальное значение Crime Spree, при котором параметры раскрыты в полную силу, 2000. Так, вроде бы по основам прошлись. В завершение скажу, что не ленитесь обращаться к основному Steam гайду по Restoration. Только там вы найдете актуальную информацию и более подробное описание того, что не раскрыто здесь. Может, когда-нибудь на этом канале и подробное будет, кто знает. Все необходимые ссылки останутся в описании. На этой ноте, думаю, стоит закончить. Чего? Есть, блядь! Есть, сука! Ни слова мне не сказал! Блядь, там еще нахуй, блядь, сука, я тебя на пермач сейчас дам! Мне никогда это не надоест.